Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Так, друзья, здравствуйте. Мы играем в Come Deliverance. Компания Deep Silver. Ох. Charles IV, King of Bohemia and Holy Roman Emperor, had a long and successful reign. The empire he ruled from Prague expanded, and his subjects lived in peace and prosperity. When the emperor died, the whole empire mourned. Прошу прощения, ребят, я еще кашляю, болею, поэтому прошу. Так, прощения. Так. Итак, алкоголь действует постепенно и улучшает ваше красноречие, живучесть, обаяние и так далее, так далее. У нас прям подгрузились буквально такие мужики за столом. Итак, здравствуйте, дорогие друзья, с вами вот мужик машет. С вами Come Deliverance. В принципе, запись съедает порядка, просадки бывает до 30 кадров. Сейчас счетчик FPS врубил. Итак, мы страстный охотник на кур. Даже, кстати говоря, нас в прошлой драке хорошенько покоцали. Теперь мы полудохлый сын кузнеца, который даже не может убить курицу. Может, да? Он даже не попадает по курице. Представляете, если у вас, как говорится, покосана голова, форс. Еще если вы бухи, то вы убить курицу практически не можете. Вот видите? Абсолютно не попадает. Как бы я не старался убить эту курицу, мне это никак не удается сделать. Да ладно. В общем, для того, чтобы нам поправить свое здоровье и подлечиться, нам нужно отправиться к своей матери. Она нас, естественно, заштопает, приведет нас в порядок, и мы опять отправимся в бой. Жаль, вот эти уголь мы купили. У нас есть деньжата. В прошлый раз я немного забарыжил. Теперь у меня 57 золотых монет. Это очень круто для сына фермера. Вернее, для сына кузнеца. Так, это у нас тут что? Колодки. Веселиться, что ли? Ладно, хорошо. О! Женщина, смотрите как. Welcome, Henry. Колодец, смотрите как реально. Are you serious? Здорово, здорово. Я помню, в детстве точно такой же колодец был. Здорово. В детстве я тоже ходил за поводу. Вот так вот в такой колодец. И там, правда, не деревянное ведро было, а металлическое. Ну ладно. Но вообще реализм потрясает. Так. У нас тут отец. Отцу нужно, конечно, пивко отдать. Папаня, держи. ОБС съедает порядка 10 кадров. Порядка так. Так, насчет того, что ты просил. About time. Have you got everything I wanted? Так, мне нужно еще пойти. Так, мне нужно пойти на занятие по обучению мечом. Actually, there's one thing I forgot. Just give me a moment. Get a move on. We have to finish the sword today. Короче, непутевый сын. Так, ну а пивко-то я, подожди, должен отдать тебе, папаша. Пивко-то у меня есть еще. Так, где ты делал? Что ты делал в Пунтагоре? What did you actually do in Kuttenberg? Oh, all sorts. Морда разбита, много делал. And to anything if you wanted to make a living. But I was never far from iron.
I'd like to see Kuttenberg sometime. I'll take you there one day, never fear. It's a beautiful city. But in the end, you'll learn the best places here by the Sasso. We've kind nobles, fertile land, and plenty of everything. And do you know Sir Radzig well? We've known each other long enough. Окей, хорошо. Ну, судя по нашему внешнему виду нашего героя, у него разбита морда в хлам, блин. Вся одежда забрызгана кровью и жесть просто полная. Ладно, он бы еще бухой в стельку. Поэтому мы отправимся к своей маме. Мама заштопает нас. Надеюсь, поправит здоровье. Мама! Мама, меня обидели плохие ребята. Заштопай меня, пожалуйста, мама. Ma? Мама! Я поранился! Кровь течет! Течет! Don't stop bleeding. Oh, now, stop Хватит screaming хныкать, like как a маленький. pig Ну-ка, and покажи show me мне. that. There you are, good as new. Так, сейчас все You заживет. ought to learn to do that Ты должен yourself. научиться это делать сам. Thanks, Ma. Спасибо, мам. О! Давай, 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 давай. Полностью восстановил хпшечку свою. Так, ну рожу-то, наверное, вернее одежду-то. Надо умыться, да. Значит, у нас сейчас внешний вид не ахти, да? Помыть одежку, а то прям заляпанной кровью. Помылся в воде как смог. А ну сейчас, если с мамой пообщаться, потому что тут зеркала нету. Ребят, откуда тут средневековье? Тут на себя даже посмотреть нельзя, кроме как узнать. How are you, Henry? Да, он помылся, одежку привел в порядок, даже вот пятна крови немножко остались. Все, мам, давай, пока. Я пойду хлебну борщица, хорошо? Борщица хлебну. Так, что у нас там сытости? 71, но все равно вот, не помешает борщица хлебнуть. Так, бросить котелок. Что можно бросить? Отвар из калиндры, спасительный шнапс, нет. Ну все, теперь охота на кур продолжается. Короче, конечно же, мы из дома стырили вещи. Так, лук. О. По идее, тут все забрали мы. Рог. О. Хорошо. Почему-то мешки полные, так сказать, и, видимо, ладно. Итак, дорогие друзья, что у нас тут дальше? Мама нас заштопала, чтобы научиться немного обращаться с оружием, нам нужно. Так, купец, бакалейщик, углежок. Научиться обращаться, как говорится, научиться обращаться с мечом. Так, здесь мы ходили, вот здесь ходили, все, по сути говоря, тут обошли все. Замки не были, конечно. Опять прошу прощения. Да что ж такое, я как только начинаю играть в эту игру, и у меня сразу чихает. Дождь пошел, что ли? Серьезно? Не пойму я. Серьезно, дождь идет? Вроде бы нет. Ну ладно. Так. Учиться обращаться с оружием. У меня есть какие-нибудь пушки? У меня ни лука, ничего нет абсолютно, поэтому придется учиться. Надеюсь. Так, у нас
А, ну у отца же мы не купим меч, да, щит или лук там, в принципе. Кстати говоря, нет. Здоровенький был помощник углежога. О, как. Здорово, да? Можно прям посмотреть. Вот что мне нравилось в Ведьмаке, ребят, что нравится здесь, это то, что каждый дом это не отдельно загруженная локация, как в том же Fallout или Skyrim, да? Это реально вот, как говорится, вот можно залезть, вот там реально комнаты, там реально все. Я обожаю такие игры, которые вот славятся такой реалистичностью в плане зданий, да? Вот это меня очень сильно подкупает. Так. Куры есть? Цеп. В принципе, я на курах сколотил хорошее состояние. Я думаю, если сейчас я... О! Просто мне интересно, если я убью курицу, меня за это накажут? Нет? Нет? Всем пофиг, что ли? Спасибо. Смотрите, какие курицы. Походу, жителям деревни вообще похрен на то, что... Ой, ладно. Что я хреначу ихних кур. Что, ребят, в данный момент это своеобразный такой эксплойт по заработку бабок. Хреначите кур. Жителям деревни вообще похрен на то, что вы их убиваете. И продавайте этих кур. И все, торговцы. Ну, в принципе, там, конечно, сторговаться можно. Продаются они по 0,4 гроша. Но можно цену выторговать и на 0,6, 0,7. Вообще, конечно, основная цена их порядка, сейчас я вам скажу, 0,5, да? Но если мы их пожарим, то они будут дороже стоить. Но смысла нет жарить. Они, по-моему, при продаже стоят точно так же дорого. Жик. Не понял? А чё эти куры неубиваемые? В чем дело? А эти, походу, не убиваются куры. Интересно. Так. Ну. Да серьезно не убиваются? Ладно. Будем считать, что эти куры неуязвимы для физической атаки. Здорово, мужик. Чё стоишь? Чё забыл? Сэп. О, а эти убиваются. Видимо, какие-то куры могут убиваться, какие-то нет. Гроши на дороге не валяются. А вот куры, да. Средневековье хреново, блин. Так, там корчма у нас получается. Ага. Что там всегда? Какая-то деревня. Ой, деревня. Дома. Но эти не убиваются, да? Еще раз.
А, нет, вот сейчас убиваются. Странно. Мы попасть еще надо. Не, ну я хреначил как-то. Не знаю, если бы я бы хреначил кур, вернее, моих, если бы моих кто-то кур хреначил бы, я бы, наверное, был бы против этого. Жителям деревни вообще насрать на это. Их заботит только собственное благополучие. Но их не заботит благополучие их кур. Поэтому истребитель кур всегда наготове. Всегда готов уничтожить пару десятков кур, чтобы восстановить справедливость. Куры это зло. Да. Особенно куриные крылышки и бедрышки. Так, сколько у меня уже кур там нахреначено? Так. Куричка. 24 курицы. Молодец, хорошо. Могу продать. 57 грошей. Гроши не имеют веса. А вот куры, да, по полкилограмма, 600 грамм. Одна курица. Ну, такие легкие курочки. Цыплята, можно сказать. О, бабочка. Бабочка. Иначе бабочку. Ой, а там какие просторы, блин, ребята. Блин, я хочу быстрее выйти из этой локации и пуститься во все тяжкие по этим просторам, а? А тут, как интересно, подмыта почва. Круто, круто. Так, ничего тут нельзя. 4, так, параметры. Тут такая фигня, что из рамки с рамкой, из рамки во весь экран. Подтвердить. Да. Ну все, ты помылся, боти как мог, а то перья там, все такое. Так, тут замок, да? Ой, красота-то какая, а? Ребят, неимоверная красота. Очень круто все так смотрится. Сейчас одну секунду проверю стрим. Так, так. Так, сейчас одну секунду. Сейчас, да, вроде бы как легкий дождь какой-то непонятный идет. Там смотрит. Опять Маша. Привет, привет, Маша. Вроде все нормально. Хорошо. О, да, легкий какой-то дождик идет, хотя особо
Да, есть, да, дождик. Маленький такой, незаметный. Смотри, не промахнись. Эх, дровосек. Так, а здесь у нас что получается? Пугало, да, такая? А, да. Смотрите, ребята, раньше пугало какие были. На огородах. Ну, теплый дождик, крестьяне все равно пашут. Поле, да? О, ты можешь перелезть через эту ограду? Или там кусты мешают? Так, ты узнал, где ресталище? Наверное, здесь, да, можно будет драться. Вот он, мужик. Как хорошо меч есть, у меня его пока нету. Мейстер Ванек. Ванёш, привет. So, can we get started? Конечно, начнем. Что тут ждать? We can. Да, конечно. Good. And since today's the last time we'll be seeing each other, you can show me everything I've taught you so far. И... Very Whoa. well. Let's start with the basics. Keep moving. Your life depends on it. Ой, подожди. All right. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Never repeat yourself. Ага. Good. Ты смотри, как... The point of the blade is for stabbing. Try it a few times. Да. Very. All right. Good. Let's try something else. One strike, I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Пойди. Интересно. Деревянный. Fine. All right, that's enough. I don't know about you, but I'm tired and thirsty. Remember though, train hard. No one becomes a master swordsman overnight. You have to work and work. And the main thing is to use what you've learned in real combat. There's nothing better than experience, believe me. Окей. Ладно. Что, у нас есть настоящий меч? И все закончилось. Скорчма, портное. Кузница. О, здесь кузница есть. Может быть, здесь мы можем купить этот меч себе. Ой, а барашков.
Умрите, умрите, баран. Мне мясо нужно. Потеряй сознание. И в глазах он даже когда слишком долго машет руками. Linen fabric, dyed and plain, something for everyone. Так, окей. Еще хочешь сыграть? Попробую сейчас. На секунду. Кузнец. Так, парча. Кто у нас такой? Купец. Кузнец. Может быть, у него можно все-таки какие-то доспехи купить. How are Где? you? Как поживаешь? Да ничего, нормально. Мне нужны их. О, есть кинжал. Хорошо. Оружие у нас кинжал только. Блин. Урон 13. Нормально. 12 монет. Набор броника. Доспехов нет, да? Есть крестьянские подковы и... Так, сытость 62, то есть получается ловкость, сила 3, честь 3, красноречие 2, обаяние 5. Ну, особо так ничего особенного нету. Получается малый наборы кузнеца, портного, сапожника, уголь, подковы. Ну, кинжал бы я купил бы. На всякий случай. Корзину и 12 монет, когда он просит. Давайте поторгуемся.
I'd like to discuss the price. Sure, why В not? принципе, деньги у нас есть. Мы можем позволить себе поторговаться. Даже, ну, в принципе, могли бы купить, но можем и поторговаться. Плачу тебе и 12. Давай 10,5. Are we agreed? I'd almost shake on that. Почти. Almost. Блин. Давай. Давай 11, а? No deal then. Да ладно, как это? Вот говнюка. Что-то у меня помутнел персонаж. Let's have a word about the price. Sure, why not? Может 11? What about this? That's not enough. Что, барыга? Ладно, давай за 11. That's a sum I can live with. Сэкономили хоть немножко. И на том спасибо. Узель для Терезы. Так, из оружия у меня только кинжал, да? И... А чё я не могу взять-то? Выкинуть. Крила вещи. Кинжал самый опасный родственник ножа. Большую часть времени он служил для нарезания яблок, сыра. Также в бою вступает более длинному холодному оружию. Однако, в тех случаях, когда нужно тихо устранить, он абсолютно незаметен. Незаметен. Почему-то я одеть не могу. Никак. Какие-то навыки нужны для этого. Ну ладно, нет, так нет. Так, теперь отправляемся к отцу. В принципе, тут мы уже все. Курьер. Вот с этой бабулькой мы. Дождь идет. May the Lord walk. Привет. Так, как насчет поторговать? Что тут груши? О, есть душевное вино, капуста, копченая колбаса, лук. Факел. Стеганая коричневая куртка.
Раздел укладки, а как-то сравнить нет, да? Защита единичка. Такая на улице персонаж. Ноль два, 02. Четыре 8 монетки. Мало, конечно. Так. Идти какой-нибудь горшок. Ну, котел. И прожарить нашу кухню. Тогда они стоить будут порядка 0,4, то есть в 2 раза дороже. Ну, вот мне еще интересно, останется ли Good health to you. то же самое количество или нет. Так. Где-то я видел тут котел. Так, я понял. Понял? Greetings, Henry. Где-то в каком-то частном доме я видел котел. О, закрыто уже. Ну ладно. Еще пока куры пускай остаются у меня. В принципе, давайте отправимся домой. Дома есть котел, в принципе, дома можно пожарить их. Да, цена возрастет. Но вообще, да, цена, по идее, сейчас на данный момент 0,4, да? Но при продаже она делится на 50%. То есть получается 0,2. Конечно, можно уторговаться по дороже, но все же лучше эти курицы прожарить. Да их можно вообще, цена возрастет как бы до одной монетки, но за одну монетку, соответственно, их никто не будет брать, их будут брать за полгроша. Давайте с отцом поговорим. Так, насчет того, что ты попросил. About time. Have you got everything I wanted? Да, начать работу в кузнице. I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Where have you been with that ale? It's as flat and warm as horse piss. Пушкины Go вообще. back and get me another. Big as You an can owl. pay for it Хорошие. yourself. That's the price of stupidity. Плата закупить. Ага, купи пиво, принеси его отцу, пока на них. Оно. Как? Принесли, короче, теплое пиво. Теперь мы за свой счет
Должны принести новое. Ладно, сбегаем тут далеко. Оно теплое, как лошадиная моча. По сути говоря, пиво, да. Лошадиная моча. Не знаю, лошадиную мочу я не пробовал, но по крайней мере теплое пиво. Look at you, lover boy. Любовничек. Я пришел за пивом, я I'm back. и вернулся. I can see Я that. вижу, в чем дело. What's the matter? I need another pitcher of ale. The last one wasn't cold enough for father. You want me to get it for you? Right. And a smile from you. Любовничек. Here you are. Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Она прям вообще такая What are доступная. you doing? Доступная женщина, ты слушай. Нормально. Пиво получим. Так, и наверное нам нужно быстрее бежать. Чтобы этот кувшин пива. Кстати, он остывает? Нет. Кувшин пива. Так, а вещи. Кувшин пива для отца. Состояние стопроцентное, то есть, соответственно, если он уже не будет стопроцентно, значит она остынет. А да, побежали. Быстрее, быстрее. Папаня, я с пивом. About time. Have you got everything I wanted? Да, значит, I have charcoal, the hilt, and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Right. Let's see what kind of job the master in Sasau did for us. Look at that, lad. That's what I call craftsmanship. What does the inscription mean? Damned if I know. Doesn't look like Czech to me. Latin, maybe? Lord Radzig ordered it. Oh, this will be the finest sword I've ever made. Have you got the charcoal? Good. Then fire up the forge. We'll put it all together. By the way, I heard some gossip about what happened to Deutsch. I expect you know something about it. Maybe. Maybe. Someone threw dung at Deutsch's freshly lime-washed house, maybe. And maybe those cronies of yours had something to do with it. That Deutsch was talking treason in the tavern about Sigismund and the king. He got what he deserved. Oh, got what he deserved, did he? Look, I don't know if you're mixed up in this or if it's just those friends of yours. It's all the same to me. But I have a trade to run. The German pays well. And having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. Do you understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Do you understand? I understand. Я понял, да я вообще там ни при чем, папа. Then we'll never have this conversation again. What, so you think it's right to let traitors speak ill of the king? Does that boy ever listen to a word I say? So Deutsch spouts rubbish, so what? You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth, not your fists. The furnace is ready. Right, we'll do the grip. Там меч. I'll heat it up, and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing.
На горячую насажу. Do it. Good. Once more. Еще раз. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Интересно. Деревянная рукоять же, да? Father, why did you leave Prague? Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here I have your mother and you. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do. Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, and a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university, and all without a war. He knew how to rule. Better than Wenceslas. Better by far. But Wenceslas doesn't have it easy. It's hard to step into the shoes of someone whose like is born only once 1,000 years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. О, как. It's magnificent. Он It великолепен. is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Да я вообще таскал их. С собою. Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering, will you be going to the dance this evening? We will. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Короче, за ним и ударивает. О, жутко виляется. Ага. Fine lass, eh? Now, stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Настоящее испытание. Ух ты. Тётка. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a Let him commoner? try it. Сейчас ломай. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, Sir Istvan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How
odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls, and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. He certainly will. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Работа. It's been an honor, Sir Istvan. Have a safe journey to Sasau. The honor is mine, Sir Radzig. Thank you for the hospitality. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzig said? Why? Well, it could come in useful. Maybe I'll travel a bit before settling down. I'd like to know more than the tavern on the green and the forge. You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house. You talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but it has its benefits, like keeping your head on your shoulders. I want to end my days in Skalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first, I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them? Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Гонец, походу. A messenger. He was in a hurry. What's happened? Войско. Дома горят. Ого. Офигеть. Сколько народу? Огненные стрелы. Без предупреждения тупо. А те стоят вообще. Listen to me, Al. Listen carefully. Take the sword, go into the house, and grab anything else important from the trunk. Go to the castle. Hurry. What about you? Ого, ничего себе. Your mother is in the village. I'll fetch her and we'll follow right behind. I'll go with you. No. You do what I say right now. Give the sword to Sir Radzig. If anything happens, he'll take care of you. He owes me. Ой-ой-ой. Пробили. Ценные вещи все. Золото. Убивают, режут. Кошмар какой. Ой-ой. Должны закрыть ворота. Поторопитесь, сейчас закроем. Скорее, люди. Come on! Oh, Henry! Thank God! Get inside quick! We have to shut the gates! Get running, people! Come on! Mind this for me. Are you mad? You can't go back! Нельзя. Get through the gates! О, еще себе. Какой бардак. Он отец. С матерью.
Ой, все. Прям на глазах у Индра. Ой, ее тоже заковали. Кошмар какой. Да. Come on, Hal! You can still make it! Run! Find a horse! Ride to town, Lurk! Tell them what's coming! Warn them! Скачи Таль, предупреди их. There's a path down there! Jump down from the wall and flee! Офигеть. С мечом. Это задание скалится. Так. Всё. Задание. Ой, блин, пошел нафиг. Там мужик за мной бежит. Так, скачи, так, найди лошадь. Ой, бля, догоняю. Твою мать! Отвали! Чувак, тут... Ай. Да ну нафиг. А! Ё-моё! О. Кошмар какой. Так, надо бежать, не оборачиваться. Вон, я навряд ли убью. Сразу валим. Ничего себе. Вон он, вон он. Бежит за мной. Вон, вижу лошадей. Ой. Блин, а? Отвали. О. Короче. Тут надо быть аккуратным. Есть такая стелс-миссия. Глаза тоже где? Вообще сложно так, хардкор такой жесткий. А вон вижу, мужики бегут. Так, спрячемся. Меня не найдут? Твою мать! Да отвали ты! А! Я думал, уже все. Да бля.
О, боже. Жескач, жескач. Ну, это круто. Наверное, не раз умру тут. Ни хрена. Может, попробуем сразиться с ним, а? Спокойно. Ой, ой. О, у меня ж брони-то никакой-то нет. Нет. Вступать, по-моему, в схватку с ним бесполезно. Короче, валить надо и все. Только такой вариант. Сваливаем. Если была бы броня какая-то, может быть, было бы нам нормально. Сваливаем. Будто вижу лошадь впереди. Так, верховая езда. Рысь. Так, шаг плоск. Кентер идеально сочетает быстрый темп и выносливость лошади. Ваша лошадь умнее как людей и будет следовать вдоль маршрута, если вы будете по воде. Хорошо. Валим? Так. Так, X. Давай, давай, давай. Давай, давай. Погнали. А, черт, мужики за мной гонят. Валим, валим. Окей. Ой-ой-ой, убивает, насилует. Бардак полнейший. Ой, много попали. Прям в бедро. Ну, в принципе, рана может вообще быть серьезной. И кровью истечь. Ой. О! Тихо, тихо. Утечи, надо наложить повязку. Пока если меня убьют. Ребята, это такой хардкор. А? Да, не каждому понравится такой хардкор.
Да ну нафиг! Ну серьезно! С того момента... О, жесть. Так, ладно. Тех мужиков я трогать не буду, пускай насилуют уже бабу. По-любому ее изнасилуют. Можно быстрее, надо добежать до... Свалить. Ай, я слез. Бежит. Мою дивизию. Давай. Куда-нибудь убегай. Одна, блин. Тихо. Все, отстали. Нет, блин. Пошли в жопу. Давай, лошадка. Может быть, они застрянут где-нибудь, а? Да меня убьют опять. Блин, я истеку сейчас по-любому. Еще раз попаду, то есть... Да чтоб вас нахрен, а? Ну как от них убежать-то? Пиздец. Жесть. Номер 2. Ой, какая 2 нахрен? 3. Ну зачем вот так вот неподготовленному человеку бросает в самую гущу событий? Так, вы... Так, рысь. Основной аллюр лошадей. Каплоск. Шаг дает вашей лошади возможность восстановить силы. Выплюс. Кентер идеально сочетает быстрый темп с выносливостью лошади. Галоп. Два раза левый shift. В плюс 2 раза левый shift. Окей, ладно. О! Быстро как. Значит. 2 раза, значит.
Left. Talmberg is to the left, along the stream. Так, понес еще гадость. Что вас, а? Отвалите. Так, выносливость. Выносливость лошади. Мужик, помоги, помоги, блин! Прикрой! Давай, давай, давай. Давай, давай. Валиваем. Он там тоже по дороге. По дороге не беги. По дороге не беги. Бегите, мужики, бегите, блин. Дивизию, да? Чтоб вас, а? Не отстают, смотри. Вали нахрен. Они сожгли скалицу. А чё они не отстают-то, а? Зараза. Куда не отстал, надо в лес куда-то. Вовач, нахрен. Давай, 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 лошадка. Твою мать! Свалите, ублюдки. Ты смотри, они не отстают, пидоразы, блин. Давай, давай, нахуй! Блять, ёбаный в рот. Ну давай же, блять, застряла, сука! Ёбаная лошадь. Это пиздец, блять, какой-то нахуй. Да что за хуйня? Ай, блять. Это пиздец какой. Ха-ха-ха, сука. Пидоразы, блять. Ну хуя так делать, блядь? Почему нахер эти ублюдки не отстают от меня? Так, куда мне нужно доехать? До сюда, да, получается? Скачи в Тальмберг. То есть мне нужно доскакать до сюда, чтобы они от меня ебали. Пидоразы. Вот извините за мат, но заебали уже. Просто меня... Да, я понимаю, что это хардкор, это реализм, но... Мне порой не хватает. Шли нахрен свои подсказки. Валите. Так, вот здесь проскачем. Сейчас нам фору какую-то. Что, блять, сука, ёбаный в рот, ручей. Вылазь нахрен, блядская лошадь. Давай же нахуй.
us the wrong way. Блять, ёбаный в рот. Крутой берег она не могу. Давай, ну давай же, блядь. Застряла. Долбаный нахуй хуйня. Вылазь, сука. Ёбаный нахуй насос, а. No, not this way. Jesus. Да поясно нахуй, блядь, что, сука, не та дорога. Ёбаная лошадь. Нихуя, блядь, пизда нахуй. Блядская сука. Блядь. Сдохни. Пизда, блядь. Ой, блядь. Ёбаный хардкор. Сука, ёбаный ручей попала, блядь, и нихуя не может вылезти. Это пиздец, блядь. Меня бомбит, блядь, от этой ебаной игры. Ну, все равно она как-то. Все равно она крутая, она. Короче, только по дороге, нахуй. И все. Пошли в жопу нахуй со своей, блядь, ебаной подсказкой. Пошли в жопу, пидорасы. Вон тут возьмем лошадь. Да хуёво. Пока они там бабы занимаются, съебемся. Стрелы летят. Так, мне вот по компасу на букву А надо какать. Left. Talmor gets to the left along the stream. Вдоль ручья. Пошел нахуй, пидорас, блядь. На дороге стал. Run for it. Беги, беги, блядь. Go! They'll kill you all! Так, лошадь выдыхается. Flee! To Talmor! Давай, давай, нахуй! Бежи, бежи, блядь. Так. Что ж они, пидорасы, привязались ко мне, а? Надо будет оттуда скакать и все. Давай, блин. Ох. Ебать, пиздец какой. Help! Помогите. Dude, don't
Get your asses here! Hey! And loose! Ух. Ё-моё, ребят, ну я... Блин, я понервничать успел, капец. Ё-моё. Еще раз извиняюсь за мат, но, блин, вот это просто жесть какая-то. Сколько раз умирал. Someone give him a drink. And bring hot wine and bandages. Tell me, boy, who are you and where are you from? What in hell's name happened? I've come from Skalitz. They burned it to the ground. Slaughtered everyone. Who? Who burned it to the A ground? huge army. They attacked without warning. And they weren't Czechs or Germans either. Who then? I don't know. I've never seen armor like it or heard their language. Maybe Tatars? Tartars, you say? Yeah. Well, we'll deal with that later. First, let's have a look at that leg of yours. I don't know. Grit your teeth, boy. I'm gonna pull that arrow out. С куском мяса по-любому вырвались. Easy. All done. You were lucky, lad. The arrow missed the bone. It only needed bandaging, and I've done that often enough before. War is a good teacher. Can you stand? There you go. Good as new. Thank you. Have you idlers nothing better to do? Get back to work. You'll have to speak to Lord Divish. Can you manage? Какие хоромы упало. Sir, this is a survivor from... I heard, Robard. Tell me, boy, what exactly happened? Did you see the ensigns of the attackers? And were there any more survivors? So, I don't know what army it was, but it was huge. There were dozens of banners flying on the hill above Skalitz. The ones who did the slaughtering spoke a strange language. They burned Skalitz to the ground. But a lot of people took refuge in the castle. I wasn't quick enough. And as I fled, they shouted from the battlements that I should come and warn you. The soldiers the boy didn't recognize. They could be those Cumans of Sigismund's. It said they came to Hungary from the east, and now they're the core of his army. Sacking Gutenberg must have given him a taste for stolen silver. Skalitz is a small castle, sir. If Sigismund attacks, they can't hold. Indeed, Sir Robard. And our small garrison would be no help, even if we could risk sending them. You think we're next in line? Maybe. What's your name, boy? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I know him. Did he make it inside the castle? I'm sorry. It's in God's hands now. No one else can help us. Anyway, thank you for risking your neck to warn us. Robard, take care of Henry. Make sure he gets something to eat and some rest. Yes, sir. And get all the people inside the gates. We have to prepare for the worst. Make all the necessary arrangements. As you command, sir.
Фу, блин, но это будет все равно тяжко. Сколько раз я Бориком поговорил с паном Бориком. Сколько раз погибал, наверное, раз 5-6 или 10. Уже просто терпения не хватает, реально. Бомбил. Так, секунду. That blacksmith. He sent his apologies. He can't come tomorrow. The soonest he can manage is before noon the day after. I suppose if you wait another day, tell him to come here. I will. Must eat. What the hell are you doing? И что тебе надо, женщина, хвалит? Don't you start. Oh well, I wouldn't mind a bite to eat, actually. О. ППС упал. 30 кадров. Так, но бегать мы можем по-прежнему. Ох, какие стены тут красивые, а. Чётко. По-моему, больше от метлы твоей отлетает мусора, чем тут есть. О боже, поесть еды. Eat. Food. Food. Еда, еда, где еда? Гербы какие. Смотрите. А какие фрески классные, ребята. Обалдеть. Очень красивые расписные стены. Что там еще раз поближе? Какого-то рыцаря провожает в путь дорогу. Щит, меч ему.
Вот этот рыцарь. Опа. Поесть. Вот там. Ой. Давайте поедим. Женщина. Мне поесть надо. А что-нибудь есть вкусное-то? Пища. Лук, курица. Сырую курицу. Хлеб есть. Яблочко. Рог. Лучше. Так, рогалик. И все это медовуха. Так, красноречие у меня херовое, обаяние тоже. Что выглядим мы ужасно. И живучесть, ловкость, все остается на том же. Ну и бабосы мои остались так. Хорошо. 9. Пара с календулы тоже. Учение. Действие настройки календы. Так. Хорошо. О, если понадобится еще одна фляжка. Пошла потом. Пойдем. Так, а тут что получается? Мужика какого-то жарит на вертеле. Нет, о боже, вот это пытки, кошмар. Ужас. Ужасные пытки. Да уж. О, четкость какая, смотрите. Да, я смотрю, что-то мудно как-то все. Да у меня в глазах оказывается. Помутилось. Так, сейчас нормальненько. Ой, окна, здорово. Так, надо бы поспать. И на меня очень сильно действует этот отвар из календулы. Вау. Здравствуйте, мужчина. Штормит. Ты на частной территории. Ладно, я понял. What was that noise? Как-то можно остановиться. Я пьяный сейчас получается еще. От настойки коленной. Прикольно. Ой, а потолок какой красивый. Расписной. Здорово. Конечно же, по тем временам для простого люда, где обычные земляные полы, такая роскошь была просто шикарна. Бронзовый подсвечник, кубки. Да. Так, здесь поспать можно? Походу, спальня это. Резкость такая сильная. Ага. Так.
Так, скалится, вот она получается, да? Ой, территория тут огромная. Это я, получается, отсюда проскакал. Вот так, вот так, вот так, вот так вот. Да уж, его дело. Небольшой городок, ой, небольшая деревня, ровно. Ой, красиво тут. Hey, watch it, lout. Please tell me what happened in Skalitz. I have kin there. Графика отлично. Ого. Красота какая. How ill-mannered. Здорово, давайте осмотримся. Так, мне поесть тут дадут кто-нибудь, а? Можно поспать? Ты не можешь задерживаться, нет времени. Как нет времени? Я отдохнуть должен. Ну ладно, поесть дадите что-нибудь? Женщина. Есть что-нибудь поесть? Спать? Спать нам пока нет. Сейчас. Тут каменный бог какой-то. Представь себе, ребят, представьте, вот раньше люди спали на соломе. Кошмар. Ну, здесь, конечно, крепость, в принципе, там тоже, наверное, такая же крепость была. Галикс. Там женщины. Круто, да? Лошадки. Здорово, мужики. Какая каморка. Комната крестьянина. С другой стороны, такие маленькие окошечки, в принципе, закрываются эти деревянные. Да, с другой стороны, никто залезть не сможет. Кошка ли еще?
I hear you came from Scallas today. It must have been terrible there. How did it happen? Рычаг тут такой. Для воды. Такая же сейчас тут крепость посреди. Такие бы доспехи было бы нормально. Здорово. Это же все реально, вот считается стенка вот этого здания, да, есть реальные комнаты. Ого, такое. Какие-то механизмы понятного происхождения. А, это поднятие решетки. Ясно. Вот. Интересно. Ага. Здорово. Щит. Вдруг там щит не надо. Мотовка.
О, пусть ворованный щит, но по крайней мере. Так, да? Тихо. Сейчас пока мы берем. Отвис. Хорошо. Что за дело? А, видимо, для лошадей корм накладывают. Орех. I hear you came from Skalitz today. You've done well, lad. I'm sorry for your loss. You must be all done in. Why don't you go to the kitchen and have a good meal? Sorrow is easier to bear on a full stomach. I heard about your father. Are you serious? I can't understand why he'd waste his talents, but I'm sure. How rude. Похаваем. Sir Divish has suffered his own share of woes, but he's a generous man and a good one. We'll take care of you until everything blows over. You risked your life to warn us, and we won't forget it. Ah, milady. You are fortunate our good lady Stephanie of Talmberg has graced us with her presence. My lady, I'm honored. So this is our brave young man. Welcome, lad. Bojena here will take care of you. No doubt you're tired and hungry. Indeed. How could he not be, poor soul? After everything he's been through, he must be as hungry as a bear, aren't you, young master? Here you are, then. Eat your fill. And a little wine to wash it down. Thank you, my lady. When you're done, you can go and rest with the grooms in the Outer Bailey. No, that won't do, Sir Robard. After all he's been through, he deserves a proper bed. Let him sleep in a lodge in the courtyard. Certainly, milady. Young Henry here is overwhelmed by your generosity. Yes, yes. Thank you, my lady. May God reward you for your kindness. Eat up now. You're in capable hands, so I'll leave you to it. Good night. Good night. Good night, man. When you've done, you can sleep in the bedchamber of the courtyard lodge. And don't forget to take off those filthy boots before getting into bed. Так, ешь в сторожке во дворе и поспи там до утра. О, девчонки, привет. Не забывайте о голоде. Чем дольше Индриш не ест, тем слабее становится. Он даже может умереть от голода.
Разная еда обладает разными свойствами. То есть... Чё? О, положили. Бабуля, привет. Поесть, сука. Как свинья, да? Оттуда брат. Пожрал что-то. Сырка. Кстати, сыр выглядит реалистично. Why are you sneaking about like a ghost? Я сыр разглядываю. Рогалик. И пюре из чечевицы. Ой. Жареная утка. О. Хорошо. Пюре из чечевицы. Давайте рогалики. С руком. Халява же. Так, значит, что? Пища. Для начала, наверное, нужно пюре из чечевицы. Так, отлично. Сытость 70. Заедаем это все рогаликом. Двумя рогаликами. Куском сыра. И жареной уткой. Подожди, нет вообще-то. Да, можно жареную. А запить вином давайте пьем. Все. Хорошо. Жареная утка пригодится потом. 109 сытость. Прекрасно. Вы объелись, теперь вы не будете голодать в течение гораздо более длительного времени, но вы будете неуклюжим, пока не переварите еду. Ха-ха. Круто, ребята, даже можно объесться. Да, мне все равно пофиг. О. Потому что я все равно спать сейчас пойду. Это что? Классно. Обалденная игра. Тут реально можно жить. Так. Где я могу что-нибудь купить? If I needed some food, who should I ask? Who do you think, young man? Me, of course. And if you want something extra, I could help you out with that too. Как насчет так, торговать? Где я могу поспать? Where's that chamber for me to sleep? Evans, are you still confused after what happened to you? It's in the lodge in the courtyard. Thank you. Торговать. I'd like to buy something from you. Of course, lad. Так, крендель, мед, молоко, рогалик, сладкая лепешка. Ой, сладкую лепешку хочу. Хочу сладкую лепешку. Одну. Молочко обязательно. Так, медком. Было бы очень здорово. Крендель. О, крендель возьмем. Торговаться. Бабуля, давай уступай. I'd like to discuss the price. Naturally.
7,6. 7,4. Так, давай за 7. Is this enough? Come now. Just a little more and we have a deal. 7,4. 7,2. Aye, for that amount I can be persuaded. Ну ладно, нормально. Чем еще можно поговорить с ней? А, ну все, ни о чем. А можно со служанкой переспать? Нет? Пожалуйста. Че я буду один спать? What the hell are you doing? Че я не делаю? Дорожки это здесь? This bed is probably taken. I'm supposed to go and sleep in the chamber. Загрузка жесткого диска вообще конкретно. Жесткий диск работает прям шумит. Дорожка это вот скорее. Да? Если вы устали, ваша энергия и красноречие тоже уменьшается. Вам поможет сон, найдите еще постель, которую сеть. Приготовьте ко сну. Спать. Хорошая кровать. По крайней мере. Так. Сколько времени ты хочешь отвести на сон? Удобство кровати 80%, сытость 91%, энергия 44%. Давайте выспимся хорошенько только. Энергия восстанавливается. 7 часов на сон 100%. 8 часов, наверное. Так, это у нас ночь получается. До утра. 5, 6. 6 утра. Да, давайте до 6 утра. Отрыхнем. Уж отоспимся конкретно, потому что пацан бедный устал. Остановимся. 11 часов. Сон. Чтобы ночью не париться. Today the patrols will be double. Keep your eyes peeled. If you see anything out of the ordinary, report it immediately. Understood? Yes, sir. Yes? It is I, Henry. Это я, Эндриш, прости, Forgive the intrusion. Где у тебя? I didn't wake you, boy, did I? My lady, no, not at all. But what brings you here at this hour? I thought you could do with a little wine. It's just what you need to help you sleep. My lady, thank you. You really shouldn't.
You could have sent a servant. I was going to. But to tell you the truth, I couldn't sleep either. I thought of you while saying my prayers. How awful it must have been for you. I came to offer you solace. To let you know you're not alone. Thank you. Thank you kindly. You're welcome. Now, Henry, I know this is all very new and strange for you. But I want you to feel at home here. You're not to worry about anything except getting better. God knows you've been through a terrible ordeal. I know what it is to be left alone in the world, although your loss is much greater. But with God's help, the pain will ease in time. And it can help to talk about it, if you feel like it. Рассказать о набеге, давайте расскажем. You might be right, my lady. I'll tell you what happened. It was terrible and unexpected. The day started just like any other. Father sent me into town on some errands. Я зашел в корчму, за Элли I встретил. went to the tavern to buy ale for father. I know it's a job for a groom, but I didn't mind, because my girl Bianca worked there. I courted her a while and we agreed to meet in the evening, but our meeting was never to happen. Oh, dear boy. When I'd done all the errands, I headed back home. I promised father I'd help him with his work, and I was looking forward to it. He was forging a sword for Sir Radzig. I'd been secretly learning sword fighting and hiding it from my parents. So when we assembled the sword, I tried a few moves with it. There's a big difference between a wooden sword and a real one. Maybe if I hadn't taken that sword in my hand, I wouldn't be here today. You're full of surprises. But Sigismund's horde was already on the horizon, ready to attack the town. A horde of soldiers was amassed. Pennants flapped in the wind, the armour glinted in the sunlight, and the horses whinnied impatiently. They were waiting for Sigismund to give the command to attack. How awful. And then death descended on Skalitz. Укрыться и... Я видел, как они убили мою девушку Бланку, они убили моего отца и мать. I've never seen a raid before, and it was terrifying. The moaning of the wounded, death rattles, the terrible screams as swords passed through flesh. There was nothing but confusion, blood, and death. It's very sad. I ran to the castle like our neighbours to take cover, but I didn't make it. I had to find another way to save myself. The men on the battlements called down to me to flee to Talmberg and warn you. I was lucky I knew a concealed path around the castle. I needed a horse to get to the safety of Talmberg and to warn you all. And with all that was happening, you thought of others like a good Christian. Then I heard a scream. It was Teresa, the mill wench. She'd been caught by a gang of Cuman savages who planned to violate her. I had Sir Radzig's sword, and even though there were several of them, and they were better armed, I had to try and save her. I wanted there to be at least one person I'd helped. And I succeeded, even though it almost cost me my life. After that, I stole a horse from them and rode off. Really? I'll never forget the horror. It will haunt me for the rest of my life. That's terrible. How could something like that happen? God alone knows why he lets such things happen.
You poor boy. I understand your grief, but God is not to blame for the ills of this world. That is the work of Satan and those who do his bidding, those who are corrupted by greed, envy, and pride. You must not lose faith, whatever life brings. Fate has not been merciful to me, and my husband either. Although in comparison to the horrors you went through. I was young when I married my husband. It was my father's wish. Divish was a lot older than I, but a woman must bear her lot. Shortly after our marriage, before I even got a look at Talmberg, the castle was stormed and my husband was imprisoned. Really? My husband had some quarrel with Sir Havel Medek of Valdek, who decided to resolve it by force. He stormed the castle, burned down the village of Pribyslavitz, and killed many of our men, even the old chamberlain. He imprisoned my husband in the castle and put his own garrison there. That's awful. I was barely 18 years old, and all of a sudden, I was left alone with Sir Robert. We didn't know what to do. We went to Prague to appeal to the king and sought help from Divish's friends, but all to no avail. We tried for years, but it seemed I was destined to be left alone and my husband to rot in jail in his own castle. Years, you say? 7 years. That's how long it took before Havel was condemned as an enemy of the crown. And even then, he refused to surrender the castle and release my husband. In the end, I raised the money to pay a ransom, and only then, by the grace of Lord Jesus, did I finally lay eyes on my husband once more. 7 years? And was Havel punished for it? Never. And after 7 years, my husband returned to me an infirm old man. Sir Divish seems like a good, strong man. Certainly, only he has many concerns. He had to rebuild Talmberg. After he was released, the king appointed him Burgrave of Prague Castle, and he was very busy. He had no time for me at all. But at least we were in the city, and there was something going on. And now, we're here. My lady, you're still young and beautiful. Your best years are still ahead of you. Would that that were true, lad. Would it were true. But what am I doing bothering you with this? You have troubles enough of your own. I'll go and let you sleep. I enjoyed our little talk, Henry. Good night, and God bless. Good night, my lady. Запала, короче, походу. Сон? Move it, people! Come on! Come on! We're running out of time! Quickly! We have to close the gates! You can't go back! Henry, help us! Help us, son. Don't be a coward. Henry, wake up. You don't want to miss this. What is it? What's happening? Come to the battlements. One of our patrols reported a company heading here from Skalitz.
Это скалится. Спать не дали, а? Геноциду по лестнице. Пожалуйста. Народ тут. True enough. Maybe. Only all they have to do is lean on some scarlet surf and they'll happily tell them everything. I wouldn't think of that. Not that I'm spoiling for a fight, but if I have to choose a place for it, then right here behind the solid walls, it. True enough. Так, вдруг на меня нападут. My respects to you. Что случилось? Do you know what's happening? No. What about you? Me? How could I? I saw you with Sir Robar. Didn't he tell you anything? No, nothing. This storm is a sign from God. We should have fled to the woods. Keep your old wives' tales to yourself. Anyway, do you think Sigismund wouldn't catch up with us in the forest? Here, at least, we have a chance to defend ourselves. The well is deep, and we've got decent stocks of food. I heard from a spy that Sigismund's hired himself a mob of foreign mercenaries. They don't know this country like we do. We could hide out somewhere until it blows over. Maybe. Only all they have to do is lean on some scarlet surf, and he'll happily tell them everything. I didn't think of that. Not that I'm spoiling for a Это fight, стражники. but if I have to choose a place for it, then right here between the solid walls. And if he's really got such a big army, we might not even hold out against the first offensive. Tomberg's a strong castle, though. It can handle a siege. The best thing would be to join forces with Scarlets and wipe Sigismund's bastards off the face of the earth. That's probably why they attacked so quick, so we wouldn't have time to join forces. Aye, you might be right. For sure, Sigismund ain't no fool. A backstabbing swine, maybe, but no fool. You're right there. Jesus Christ be praised. What's happening? Have you heard anything? No. It could be Sigismund's army.
Or his scouts. Or maybe Scarlet's folk who survived the pillaging. I wouldn't expect nothing good. Do you think we can drive back Sigismund's forces? I reckon not. There's too few of us. Anyway. Хозяин. What's going on? I don't know. It doesn't make sense. Why would Sigismund advance on Talmberg in the night? Especially since he's lost the element of surprise after the raid on Skalitz. Maybe it's not him. Then who is it? The scouts Jivish sent to Skalitz to spy on Sigismund said he'd set up camp and was getting ready to storm the castle. And so Radzig is an experienced soldier. He'd surely hold the castle for quite some time. It doesn't make sense. What else did the spies see? Not much of anything. Before they could get close enough, this huge storm started. And you were right. Sigismund has a hell of a lot of soldiers, including all manner of mercenaries. An army like that costs a fortune. Well, anyway, we'll find out when they get here, won't we? Aye, we will. Ого! Войско идет. Oh! Who goes there? Кто идет? and all his minions. Who else, Robert? Sir Radzig. What a relief. Is his lordship there with you? Yes, sir. He is right here. What are you doing up so late, Divish? At your age, you need a good night's sleep. Well, Radzig, you didn't exactly pick the best time for an outing either. In a big hurry? It was a bit of a scramble, all right. Believe it or not, this tempest is a godsend for me and my men. As my old granddad used to say, better a sore throat than a slit throat. I'd say your grandfather was a wise man. Your messenger told us what happened. Messenger? The lad you sent to warn us. He's alive? He made it to you? He's here with me. He only got away by the skin of his teeth, though. Thank God. A brave young man. But tell me, friend, how on earth did you manage to get away? Thank God for this tempest. When it began, Sigismund's Tatars crawled into their holes and left the storm into the castle for more clement weather. We were able to sneak out right under their noses. The Lord be praised. We wouldn't have stood a chance against them. Would you like to spend the night in Talmberg? No, no. When Sigismund finds the castle empty tomorrow, he might come looking for us. We'd only be exposing you to danger. Without me and my men, he has no call to attack you. What will you do then? We'll march to Ratai. It's only a short way, and there we'll have a better chance of defense, and enough room for all of these people. If Sigismund should come, better bend your knee, Divish. There's no point dying in a battle that's futile. You're right there. Is that boy still with you? I'm here, sir. You have courage, lad. That I can't deny. I am sorry about what happened. Would you care to join us? I'd like to, sir, but first I have to return to Skalitz. Are you mad? What do you want there? I can't leave my mother and father. I won't leave their corpses rotting in the street. I'll join you once I've taken care of them. Don't even think of going back there, you donkey. Are you tired of living? Sir! Quiet! I'm sorry about your father, but getting killed as well won't help him. Divish, make sure that lad doesn't budge from Talmberg until things quieten down. Not to worry, friend. Anyway, he's injured and needs to recover. I'll lock him up here as if he were Havel of Baldic. I see you've grown a thick skin since your tribulation, sir. But thank you. We'll meet again when circumstances are more favorable. Farewell. Farewell, friend, and good fortune.
Give my regards to Sir Hanish. I will. And good luck to you and your people too. These are dark times. Move out! Anywhere, people! Move out! There's only a troublemaker right there now! Men, tonight we'll have triple patrols. Sort out the watches between you as always. And if I catch anyone boozing, playing dice or slacking off, I'll personally break every bone in his body. I want you to keep a close eye on everything nearby. Sigismund will surely have sent spies, and likely men as well, to follow the Skalitz people now he knows they've fled. Keep your eyes peeled, and report everything to me at once. Understood? Henry, I need to have a word with you. What is it? What is it you need? I could use an extra pair of eyes, and yours are keen. Will you keep watch on the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to. Of course I'll help. I have to pay you back somehow after all you've done for me. Splendid. And don't worry, I'll tell the men to relieve you later. Be a bit more careful. Снарядитесь, держите караул на крепость. Вы бы мне доспехи какие-нибудь дали вокруг. Wandering around like a stray sheep. Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today. You can just lean against the wall and wait till morning. I'll show you what's what. I will. Thank you. Be a bit more careful. Херачит. Надо поесть это жареная курочка. Как раз бы, кстати. Ты наелась, подожди, пока я дал сумму. Даже пили. Она очень хорошо поможет. Я мокнуть не буду, я вот здесь постою. У вас там шлемы, доспехи. Часов. 4 часа. До 7 утра. А вот как раз. О, сигнал. Вступление. Дождаться утра.
Что там случилось? Нападают, да? Похоже, войско. Вон она. Да, это войско. Что случилось? Ой-ой-ой. We're going to hit them with scallops. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners. See how the self-appointed king wins the love and respect of his loyal subjects. Indeed, Robard. Sigismund of Luxembourg has a rare talent for winning people over to his cause. We may be in for a surprise, though. I don't think he will set his heathen dogs on us today. That's Greetings, Lord of Talmberg. That's the bastard who led the attack at Skalitz and killed my parents. Don't be an idiot. Do you want to end up like them? I am Sir Markwart von Aulitz. I come in the name of Sigismund of Luxembourg, King of Hungary and Croatia, who has resolved to strike against those who disrupt concord in the land and to restore order in the name of his brother, King Wenceslaus IV. Restore order by burning and pillaging the king's estates. Greetings, Sir Markwart. The efforts of the king's brother to bring order to this chaotic land are undoubtedly noble. It seems to me, though, that he and his army have somewhat strayed. As Burgrave of Prague Castle, I am entirely beholden to the king, and here in Talmberg divine peace reigned until your arrival. To what then do we owe the honor of your visit? Yesterday, His Majesty took action against the enemy of the kingdom, Sir Radzig Kobyla, who has been using the silver from the Skalitz mine to fund insurrection against the crown. Unfortunately, the insurgent escaped. Would you happen to know, noble sir, where he might be at this time? As far as I know, the Sir Radzig of which you speak is the king's hetman at Skalitz. I find it hard to imagine that he would rebel against our king. Nevertheless, I can assure you that Sir Radzig is not at Talmberg. He would be a fool indeed to flee from one castle, where he has little chance of defense, to another, where he has even less. Or do you take the view that my humble manner is any obstacle to your army? Am I to inform the king then that Sir Radzig Kobyla is not at Talmberg and that he has your loyalty? Sir Radzig Kobyla is not here, and I have no intentions of getting embroiled in affairs from which I have nothing to gain. Very well, sir. As you wish. I will relay your words to the king in the hope he will be as well disposed as you seem to be. Those who have clean consciences and goodwill may find themselves well disposed even at moments like this, when there is little cause for joy. Farewell, sir. Auf Wiedersehen. My lord, you have my utmost admiration. Get on with you, Robard.
Вот это событие, ребят, потрясающе. Be a bit more careful. Обалденно круто. Я думаю, на этом буду заканчивать, в принципе. Игра просто великолепна. Обалденно. Самое приятное, что это все реально. Эти события были реальны. Реально. Это просто обалденно, что когда-то 600 лет назад это... All our heads will be on spikes. What in God's name are you on about? I hear that's what them foreign soldiers do, and worse. They do nothing of the sort. Where did you hear that? Вон там вдалеке мельница крутится. Ага. Обалдеть. Карта огроменная. Тальберг ровно скалится. Огроменная карта. Потрясающий. Слышу тебя. Просто я не успел почитать комментарии Нори. Что? Did you see them horrible foreign soldiers? Them with the strange clothes and iron marks on their faces. Aye, I saw them. What the hell? I heard they eat their prisoners and make broth from corpses. God in heaven. Man-eaters! For Christ's sake, where did you hear such a thing? I hear our scouts found a fresh pile of human bones at the edge of Scalit's woods. Mary, Mother of God, preserve us. Здесь есть сюрприз. Sigismund's visit this morning was pretty alarming, wasn't it? And no mistake. That army of his is enormous. It's a good thing Sir Divish is such a fine speaker, or they'd have squashed us like bugs. Is there someone here who trades in goods? Try Votiva. He's as thin as a starving hound, and about as cheerful, but he can get anything you want. I saw him by the local granary. Okay. What did... Don't worry, we're safe. Safe? Sigismund and his heathen cutthroats will come out of the woods any time now and Sigismund's slaughter visit us this all. morning was pretty They won't come alarming, back. wasn't it? And no mistake. That Stay army here of his is overnight to be on the enormous. safe side and go back to the fields It's a good tomorrow. thing Sir Divish is such a By fine tomorrow speaker, morning, or all they'd our have heads squashed will us be like on bugs. spikes. What in God's name are you on about? I hear that's what them foreign soldiers do, and worse. They do nothing of the sort. Where did you hear that nonsense? Vilma heard the guards on what? Did you see them horrible foreign soldiers? Them with the strange clothes and iron marks on their faces. Aye, I saw them. Made my blood run cold. I heard they eat their prisoners and make broth from corpses. Good health to you. Man-eaters. For Christ's sake, where did you hear such What do you think about Sigismund withdrawing? It was a stroke of good luck. I know everyone says how clever Sir Divish is and all that, but it was a dangerous situation. That Sigismund is awful unpredictable. He abducts the king, raids towns, brings foreign mercenaries into the heart of our country. God alone knows what he'll get up to next.
the same to me who sits on the throne, as long as there's law and order in the land. Then it's better to have Wenceslas. You won't see him marauding with foreign mercenaries and pillaging towns like Sigismund has. True enough. They won't come back. Good day to you. What do you need? That's what them foreign soldiers do, and worse. True enough. God's millstones will grind you down eventually. Какие лица довольно-таки It's реалистичные terrible what's going on in our land these days. у женщин. End of the world is nigh. Mark my words. Heaven forbid. Самое интересное, что они не похожи друг на друга. Вот это приятно очень. Aye. We'll be stricken like Sodom and Gomorrah. I pray you're wrong. Hey, look out! What hole did you crawl out of? You've no business here. Маленькая вообще деревушка. Действительно, если бы напали, они смели бы все. Three! He was out there again yesterday evening, staring at the thing and scratching his chin. Hey, himself. No mistake. Jesus Christ be praised. Мне нужно попасть в Скалицу. Зачем Сигмунд разбил Скалицу? Why did Sigismund burn down Skalitz and then come here too? That's war for you, lad. Certain lords have resolved to take things into their own hands and eliminate anyone who doesn't share their view. Unfortunately, Sir Radzig is one of those. And what's more, he was sitting on a pile of silver that could help King Wenceslas's allies. Что хочет Сигмунд? What happened in Kuttenberg? Gutenberg, well, I'm just a simple soldier, but the good Lord gave me ears, and I've heard some things from Sir Divish and from those who fled from Sigismund's pillaging. Were there many? Indeed, but it was the Kuttenberg mercenaries who came to see me, because I knew them from before. I see. Listen, lad, these are all games of the high aristocracy. In Prague, a cabal of nobles rebelled against King Wenceslas, wealthy aristocrats who took against our king for reasons of their own. There's no doubt Sigismund had his fingers in the whole affair, him and Wenceslas's cousin Jobst. And that cabal helped him abduct the king. So then why did Sigismund attack Kuttenberg? Why do you think? Может занимать важное положение, стратегическое положение. Because it's a fertile place with full granaries that could feed Sigismund's troops? That's not it. King Charles, may God grant him eternal glory, built Prague into a proper royal city, while King Wenceslas took a liking to Kuttenberg. After Prague, it's the most important city in Bohemia,
in the entire Holy Roman Empire. He who commands the Kuttenberg silver is king. So Kuttenberg sided with Wenceslas because he favoured it? Now you're starting to understand. When Sigismund imprisoned Wenceslas and took control of Prague, the people of Kuttenberg began to raise an army against him. So with the attack on Kuttenberg, Sigismund killed 2 birds with 1 stone. He defeated Wenceslas's most powerful allies before they could stand against him, and also gained immense wealth. Ага. Да уж, история. Что вы знаете о половцах? Where did these Cumans come from, anyway? I don't know much about them, only what the Chamberlain said. That they came to Hungary from the east and settled there. They're godless barbarians and merciless fighters. The nobles used to say the Hungarian king shouldn't enlist them, because they dishonor our rules of warfare. But when there's power and money to be had, it seems that honor isn't worth my spit. And believe me, it's always about power and money. Okay. So Robard, I need to get to Skalitz. What would you do there, lad? Sigismund might have left, but the place will be swamped with robber barons, brigands, deserters, and other vermin. And anyway, your lord commanded you to stay here. Так, я должен похоронить родителей. Отстань от меня, пока я у себя. Если бы вы были на моем месте, поступили так же. So Robard, my parents died there. I can't leave them to be eaten by dogs. What would you do in my place? Sorry, lad, but I won't take orders. You'll have to wait until everything settles down, and maybe your lord will change his mind. Окей, хорошо. Пускай нас. Good day to you. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. But it looks like we'll both be disappointed. Sir Divish gave orders not to open the gate, and you especially are not to be let out. О, можно заплатить. Look, I have to get out of here to bury my parents. I'd reward anyone who'd help me. Сколько? Так. 20 монеток. Да давай сразу так. Reward, you say? Only, if I let you go, everyone will know what happened, and I'll be for it. Now, if you can make it so I've got an excuse not to recognize you, then we'd be talking. What am I supposed to think up? How should I know? Maybe some disguise so I could say I didn't recognize you? If a Talmberg soldier turns up all kitted out properly, in armor and a helmet, then of course I let him go. That's obvious. All right, I'll have a look around for something. That business with Sigismund turned out well in the end, didn't it? Aye, that was a good start.
Now we need to drive him and his war whores out of Bohemia for good. Понятно. I need to get out of here. And I need a feather bed with a comely wench in it. Not any longer. I've vital information for Sir Radzig from Sir Divish's spies. The fate of the Skalitz people depends on it. Sir Robard ordered me to leave immediately, so let me out, quickly. A likely story. Better clear off before I lose my temper. Let me out, I say. Don't you know who I am? Someone who's about to lose his teeth if he doesn't get lost quick? My mother and father were left in Skalitz like carrion. I have to bury them. I can't leave them to the dogs. I'm sorry, my friend, but I can't. You'll have to persuade Sir Robard, or think something up so I don't end up in the shit for it. Otherwise, forget it. All right, I'll see what I can do. Нужно убедить пана Борика, чтобы он выпустил нас. God be with you. Ну что ж, ребята, думаю, на этом пока буду заканчивать. Вот. Всем спасибо, кто смотрел. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем до новых встреч. Пока-пока. Кстати, надо сохраниться. Для того, чтобы сохраниться, мы пьем спасительный шнапс. Зажать букву Е, и тогда игра сохранена. Ну все, всем удачи, всем пока-пока.